есть достаточно известное наблюдение, что внедрение технологий происходит сильно дольше, чем мы того ожидаем. Однако их влияние оказывается на порядке большим, чем Мы даже того могли себе ожидаем. представить. И, например, с технологиями, которые мы описали, мы думаем, что поначалу это будет достаточно небольшое движение. Как раз найдутся те самые случаи, кейсы, в которых это работает. Всем будет казаться, что вот в этих кейсах это и работает. Так же, как Kickstarter — это своего рода кейс, для чего-то он работает, для чего-то нет. Для игр работает, для девайсов работает, но сработает ли он для строительства госпиталя или моста? Нет, никто не пробовал, никого не получалось, и, соответственно, можно считать, что как будто бы не срабатывает модель. И дальше, когда это будет адаптировано вот эти небольшой поначалу аудитории early adapters, дальнейший рост мы предполагаем, что произойдет достаточно резкий. То есть сначала мы можем представить, что эти технологии будут использоваться в виде таких вот петиций, как Change.org, которые не требуют того, чтобы все были включены, однако люди будут высказывать свое мнение, высказывать свой выбор через подобную платформу. Однако достаточно появиться нескольким резким событиям. Мы могли наблюдать подобные события, например, с Uber, когда из-за их решения резко выросло движение, призывающее удалить с телефона приложение Uber. И подобные движения, их распространение обычно обладает колоссальной виральностью. Причем можно легко представить как раз упомянутая нами ранее ситуация, в которой люди, имеющие одинаковые ценности, но не находящиеся в пределах границ одной территории, одного государства, но живущие по всему миру, в целом представляют собой массу большую иногда, чем население любой страны, в которой они живут. И тем самым могут происходить ситуации, когда если в одной стране, допустим, северной, европейско-восточной большой стране с наибольшей территорией и населением 135 миллионов человек, если в одной стране нарушаются какие-то общечеловеческие права, например, нарушаются права сексуальных меньшинств. И, допустим, в этом нарушении и эскалации отношений с этой группой людей принимает большое участие какой-то специфический телеканал, то доходы этого телеканала естественным образом чаще всего зависят от больших интернациональных корпораций вроде Procter & Gamble, Coca-Cola и так далее, которые на самом деле имеют в этой стране небольшой кусок своего дохода, 10, может быть, 20%. При этом количество людей, которые готовы были бы внутри страны поддержать и, допустим, бойкотировать каналы или бойкотировать продукты этих больших интернациональных корпораций, может быть недостаточно для того, чтобы эти корпорации приняли финансовое решение перестать размещать свою рекламу и тем самым финансово поддерживать телеканал, который эскалирует эти отношения. Но глобальное сообщество может легко применить через описанные системы свой выбор к тому, чтобы если эти ввести санкции против товаров этих компаний по всему миру. То есть влияние на локальные ситуации через глобальное сообщество людей с едиными ценностями, через подобные инструменты может быть казаться от кейса к кейсу незначительным, но интересным. Но чем дальше и чем больше различных примеров будет появляться, тем очевиднее будет становиться и тем более широко это будет применяться в
в любых секторах отношений, в любой стране. Вот, и мы в основном сейчас приводили примеры, касающиеся твоего потребления, да, то, как влияет твой выбор на твое потребление. Хотя кроме потребления и кроме транзакций, которые ты совершаешь, есть также то влияние, которое ты можешь оказать через свои сбережения, особенно через пенсионные сбережения. В Штатах, в Соединенных Штатах объем пенсионных накоплений составляет $30 триллионов. Надо в целом вдуматься в эту цифру. Это цифра больше, чем... Больше, чем бюджет любой страны. Больше, чем бюджет любой страны. Она даже больше, чем общая совокупная стоимость всех публично торгуемых компаний. Всех Coca-Cola, Microsoft, Apple, всех вместе взятых, их общая совокупная стоимость составляет $20 триллионов. Тогда как когда пенсионные накопления в Соединенных Штатах составляют 30 триллионов. И если твои выборы будут соединены с тем, какие решения принимают твои financial advisors с точки зрения того, куда вкладываются твои пенсионные накопления, и это будет соответствовать твоим ценностям, это может оказаться одной из самых больших влияющих сил сегодня на рынке. И это не что-то невероятное, это не что-то, что никогда не происходило. Мы можем наблюдать... Есть несколько примеров, из самых последних примеров. Это пенсионный фонд штата Калифорния, который выступил с рекомендацией в настоятельной форме к компании Apple, рекомендуя им ввести функции, ограничивающие время пользования телефоном несовершеннолетними детьми. Другим примером является, что несколько лет назад большая группа пенсионных фондов в Штатах вывела то есть продала все свои активы, касающиеся fossil fuel, то есть нефти, газа, угля, сжигаемого топлива, из всех компаний, то есть продали все свои активы более чем на $1 триллион. И это причем происходило не в момент падения рынка, а как раз наоборот на самом пике рынка, когда рынку предвещалось продолжительный рост. И это изъявление было сделано из экологической предпосылки. Да, из-за того, что пенсионеры, которые держат в этом фонде деньги, их ценности соответствуют тому, что что-то надо делать с экологической ситуацией. И это только один способ того, как можно влиять через сбережения, да, что можно продавать те акции, акции тех компаний, которые не соответствуют тем принципам, которые ты разделяешь. Или можно, наоборот, выкупить какую-то компанию целиком, изменить ее политику в направлении того, чтобы она не влияла, не вредила климату, не вредила природе или не использовала детский труд или что-то еще. И потом дальше отпустить. И потом дальше просто продать на рынок эту же компанию в уже измененном виде, в тот момент, когда ее производство и менеджмент реформированы в направлении того, что они перестают негативно влиять на окружающую среду. Понятно, что подобные изменения будет еще проще делать, если будет наблюдаться, что большое количество людей поддерживает и делает такой же выбор и также изменяет свое потребление через то, что они добавляют этот дополнительный налог на любой товар, который они покупают компании, которые не соблюдают дополнительные санкции. Которые накладывают дополнительные санкции на компании, которые не соответствуют выборам, которые совершают люди. И это зачастую мы не понимаем, какие возможности хранятся за подобными действиями. За довольно маленькими сообществами. Так есть известно, что один из примеров
негативного влияния на экосистему сегодня является компания Monsanto, которая является практически монополистом сегодня зерен монокультур, и которая ведет достаточно агрессивную политику, которая заставляя все больше и больше фермерских хозяйств переходить на монокультуры, которые краткосрочно могут приносить выгоду, но долгосрочно это крайне вредно для почвы. И одна из больших проблем, которая сегодня ставится как проблема этого столетия, это эрозия почв. Истощение, эрозия почв. И при этом кажется, что это некоторая компания, которые владеют какие-то богатые, жадные люди, которые из-за своей личной выгоды рушат весь мир. А это публично торгуемая компания. Это публично торговая компания. Она принадлежит в большинстве своем пенсионным фондами. Пенсионные фонды могут в один момент повлиять на политику этой компании. Но для того, чтобы пенсионные фонды это сделали, люди, которые совершают это, которые делают этот свой вклад в эти фонды, они должны заявить это, они должны проявить эту позицию. И самый лучший способ проявить эту позицию — это не только подписать некоторую петицию, но сделать это достоверным образом, а также подтвердить это через то, что они меняют свои потребительские предпочтения при помощи подобной системы. Или отдают специфические инструкции в свои пенсионные фонды о том, как управлять их финансами. И вот это то, что мы описываем сейчас, в отличие, например, от описания про Brexit, да, который требует какой-то коллаборации с государством, который требует большого количества участников и так далее. Данное изменение требует небольшого количества участников. Крошечного количества участников, потому что из 30 триллионов долларов даже если есть 1%, если у тебя есть 1%, то это все еще... Это суммы достаточные для того, чтобы выкупить несколько компаний. Monsanto, Bayer, Coca-Cola вместе взятые. Чтобы понимать, например, есть такой пенсионный фонд учителей штата Онтарио, Канада. Этот фонд по размерам составляет уже более 160 миллиардов. Это колоссальная сила сегодня, которая не используется для проведения мира в соответствии с которая существует более-менее пассивно в правилах роста капитала. И несоответствие этого капитала ценностям тех людей, которые владеют этим капиталом де юре и имеют полное право им управлять. При этом с социальным капиталом очень интересная ситуация со всем, что касается экологичности, возобновляемости. Все эти направления, они действительно, они short-term, требуют инвестиций. Невыгодны. Но long-term они все показывают хорошую производительность, как, например, солнечной энергетикой. Short-term, если ты вкладывался раньше всех и так далее, ты действительно мог потерять. Но long-term оказалось, что технологии усовершенствования технологий солнечных батарей привело к тому, что сегодня уже в некоторых регионах энергетика солнечная дешевле, чем даже угольная. В течение следующих 10, 15, 30 лет будет неосмысленно использовать что-либо, кроме возобновляемых источников энергии. То есть солнечная энергетика будет дешевле, чем стоимость передачи электричества по кабелю от электростанции до дома. И таким образом, если мы посмотрим на то, что в долгосрочную, как долгосрочная инвестиция, это на самом деле работает очень хорошо финансово, а затем задумаемся о том, что пенсионные деньги — это как раз те самые деньги, которые работают очень долгосрочно. Они это очень 30 переноса из моего среднего возраста, 30-летнего возраста в мой поздний возраст, 60-70-летний возраст. То есть меня интересует рост этих денег, я не притрагиваюсь к этим деньгам в течение 30 лет. Меня интересует, как они сработают через 30 лет. Это очень долгосрочные деньги, тем самым вот эта идея того,
что ты можешь прийти и поменять политику компании в сторону ее большей экологичности, соответствует долгосрочным стратегиям, для пенсионных денег это выгодно. И то есть это не просто, это не еще один пример того, что давайте что-нибудь сделаем, но для тех, кто будет делать, это будет оказываться невыгодной операцией. Так как мы сегодня видим уже вот эти петиции, которые могут срываться на миллионы, десятки миллионов людей, мы представляем, что при появлении подобных технологий Легко представить себе миллионы людей, собирающихся в группы и подписывающихся под специфические инструкции для пенсионных фондов, тем самым влияющие на миллиарды и сотни миллиардов пенсионных накоплений, за счет которые становятся рычагом для влияния на те или иные корпорации с целью того, чтобы изменить их политику. А уже тогда, когда люди испытают это на своем ежедневном примере, уже тогда шаг за шагом возникнет вопрос того, что современное выполнение регуляций через национальные государства, где большинство навязывает меньшинству за счет силы, пистолета и тюрьмы, что этот способ явно может оказаться на порядок менее эффективным, чем выборы, открытые выборы, которые достоверным образом связаны с действиями, которые совершает человек.